Всем привет! Финальный босс третьего сезона. Сегодня уже, кстати, день, когда можно отбивать. Команда неустрашимости. Сегодня достал 2 пробуды на Гуинавир, поэтому урон, в принципе, чуть-чуть больше, чем вчера. Перейдем сейчас к самой команде. Это, если что, был мой первый трай на сегодня, именно с 2 пробудами. Вчера урон был вот такой, но опять-таки там такая фигня, что иногда можно, в принципе, подкорректировать руками, если какой-то мы вдруг дебаф ловим. Но так как, в принципе, это все в ознакомительном порядке сейчас, поэтому пока что не заморачивался. На стриме сегодня буду уже нормально отбивать. Вот. Перейдем к самой команде. Тайминги я использую вот такие. Можно их, конечно, попробовать подвигать за счет ускорения. Не знаю, будет лучше или нет. Просто меня смущает тот факт, что голем у нас-то на 18. Если у вас вдруг он с ускорением, то, в принципе, можете попробовать. Но если без ускорения, я бы не стал рисковать и все-таки оставил бы цикл на 18. Зефи без таймингов, в принципе, тоже нормально стоит. Собственно, с Зефи мы и начнем. Ей нужно будет собрать максимум сопротивления и максимум точности. Если у вас получается собрать без ребер достаточное количество сопры и точности, то можно, в принципе, дать рога оленя. Тоже неплохо бафнет. Просто у меня не получается много сопры собрать, поэтому я ставлю ребра. По талантам пользуем вот эти. На хп также обратите внимание, что у Зефи должно быть больше хп, чем у всех в команде, чтобы она ловила камень. И у вас, наверное, вопрос, а за счет чего она вообще тут живет. Вот этот талант дает нам некоторый подхил, плюс перчатка. Если хотите, можете разогнать и ускорение. У меня в рунах его вообще почти и нету. Ну да. Если будет возможность, то ловите ускор. Но, в принципе, вот у меня от пробода 30 ускорений есть. Вполне вообще хватает. Как-то вот так. Ну и, соответственно, она у нас, кстати, кукольника. Ставим всех вокруг нее, чтобы она раздавала сопру. Далее. Вот такой вот у нас Таривол. 350 сопры. Вообще таким героем, как Судха и Таривол, ставим и в рунах, и в доспехах именно сопротивление. Потому что они у нас не какие-то тут супер дамагеры. Поэтому намного профит не будет, если они не будут просто дебафы ловить, чем вот эти копейки урона, которые они за счет атаки нанесут. И то, если смогут, потому что будут всегда находиться под дебафами. Поэтому тушка и руна обязательно на сопру. Ну и остальное, как обычно, уже стандартная сборка на неустрахов. Вот такие таланты мы здесь используем. И перчатка будет на отхил, и талант обязательно, потому что, чтобы вообще мне, ну, Зефи там, не дай бог, чтобы щиты на него не кидало, чтобы он постоянно отхиливался. Чтобы на него вообще никто не отвлекался. Все, он такой самодостаточный, стоит, бьет, хилится и все такое. Таланты, соответственно, еще остальные вот эти. У него сет тундры, ой, снежной горы, точнее, на баф атаки. И обязательно даем ему кубок. Примерно такая же история с Судхой, только ей еще и даем точности, чтобы вешать разлом. Также и перчатка, и талант на отхил. Вот эти таланты мы используем на ней. Не забываем про шанс крита, что у Тариола, что у Судхи. Ну, у Судхи можно сделать 100, но у меня даже с переизбытком, потому что не забывайте про бафы нового мира, но как бы смысла делать преднамеренно ниже с потерей других стат я не вижу. Я делал упор конкретно, чтобы у меня сапры было много и точности. И шанс крита просто ловил уже допами. Ну, больше вышло, ничего страшного. Главное, что не меньше. Все, по ней разобрались. Ну и сет, соответственно, посланца. Далее уже дела поинтересней. Гуинавивр. Также шанс крита, но можно чуть больше дать. Вот эти таланты мы здесь берем. Талантик на отхил, беспощадность и свирепый рывок. Ну и в принципе, как обычно, в урон и сопротивление где-то, чтобы 220 было. Вот так вот, в принципе, хватает. Да, бывает, что-то ловит, но когда уже будем на сохранение отбивать, то если что, в бою просто команду, ну, на скорости x1 ставим и уже в бою корректируем, если вдруг что-то там собьется. Ну, примерно так же с Настенкой. Настя у меня с артом. Ей дал еще и перчаточку на отхил. Это можно будет попробовать и без нее за счет таланта. Я пока что как-то вот так решил. То есть у меня пока что так будет. У меня, в принципе, с перчатками еще проблема. У меня нет нормальных перчаток, поэтому вот как-то так. Пока что. Пока что. Ну и, в принципе, вот так вот у нас проходит бой. Полностью, думаю, показывать смысла нету.
суть какая, что... кстати, по поводу выживаемости, они стоят, в принципе, вообще... Вот на стриме были, короче, такие моменты, что у нас падала Зефи, там, за минуту, да, к примеру. Но команда все равно в соло стоит, просто им вообще на все плевать. Они сами там хилятся, бьются и стоят. Соло единственное, что нам некому было снимать именно баф из босса, потому что Зефи с боевого снимает здесь баф, который кидает на себя босс. Поэтому вот эти неуязы, которые Зефи кидает, это, в принципе, она, по сути, кидает их для себя. И в дальнейшем она там уже щиток на себя накидывает, и, как видите, по чуть-чуть там что-то подхиливается. С перчатки и с того таланта последнего. А касательно самих героев неустрашимости, им тут, в принципе, ульта Зефи и как бы и не принципиально. Они доживают и без нее. Даже вчера вот у меня, ну, у Гуинавира было намного меньше хп, потому что как бы две пробуды дали свой прирост, но тем не менее даже вчера команда доживала. Да и в принципе Настя тоже у меня же без пробуд, а просто с артом. Вот, допустим, сейчас такой же момент, что баф словили, вот, и скорее всего придется подкорректировать чуть-чуть. Хотя, в принципе, ничего страшного. На этом, в принципе, все. Кому-то что там непонятно, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Вот команда будет в описании. До скорых встреч. Всем пока.